Как минимизировать негативное воздействие миноритариев на ведение бизнеса? Часто во взаимоотношениях мажоритарных и миноритарных акционеров существует напряженность, которая периодически перерастает в открытые конфликты, в том числе в судебные споры. Как правило, миноритарные акционеры не имеют эффективных рычагов влияния на принятие решений в компании, но при этом обладают возможностью затруднять деятельность компании и ее органов управления. Миноритарные акционеры могут злоупотреблять правом доступа к документам компании, например, инициировать многочисленные запросы информации, на подготовку и предоставление которой компания затрачивает значительные ресурсы. При этом игнорирование таких запросов может стать основанием для обращения в суд и контролирующие органы. Акционеры могут обращаться в различные органы, например, в Банк России, прокуратуру, органы пожарного надзора и так далее, с жалобами на нарушение компании требований законодательства Российской Федерации, что может повлечь за собой проведение проверок и привлечение к административной ответственности. Кроме того, акционеры, владеющие более чем 1% голосов в уставном капитале компании, могут оспаривать крупные сделки и сделки с заинтересованностью, а также взыскивать убытки с членов органов управления. Каким образом можно снизить риски негативного воздействия миноритарных акционеров на деятельность компании? Акционеры публичных акционерных обществ, а также акционерных обществ, имевших по состоянию на 1 сентября 2014 года статус открытых, могут консолидировать 100% пакет акций путем принудительного выкупа. Использование данного механизма требует финансовых и временных затрат, однако позволяет установить полный контроль над бизнесом. Действенным способом снижения роли миноритарных акционеров является заключение корпоративного договора, предусматривающего, например, обязанность миноритарных акционеров голосовать за избрание генерального директора, предложенного мажоритарным акционером, а также голосовать за одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность мажоритарного акционера при наличии доказательств их рыночности. Кроме того, обязанность миноритарных акционеров не предъявлять акции к выкупу при наличии условий, предусмотренных корпоративным законодательством, и руководствоваться принципами разумности при запросах информации у компании. В ряде случаев может быть проведена дополнительная эмиссия акций в пользу мажоритарного акционера. Кроме того, обыкновенные акции миноритарных акционеров могут быть обменены на привилегированные акции, предоставляющие право на получение дивидендов и ликвидационной стоимости, но исключающие возможность влиять на решения органов управления. Для минимизации рисков отчуждения акций нежелательным лицам акции миноритарных акционеров могут быть обездвижены в реестре акционеров путем их блокировки или залога. Если у вас остались какие-либо вопросы, НСП всегда рада помочь вам. До скорого!